Буквально вчера прошел Minecraft Live 2021. На нем мы узнали очень много интересной информации о различных играх и событий по Minecraft. Например, по Minecraft Dungeon. Но сегодня я поговорю только о новых версиях Майнкрафта. Начнем. Начнем, пожалуй, с обновления Майнкрафта 1.18. Пещеры и горы, часть 2. Во-первых, нам показали новую генерацию гор, которая, к слову, выглядит, очень красиво. А во-вторых, нам показали еще одну версию генерации пещер, которая тоже очень красивая. А по заявлению разработчиков, данная версия выйдет уже через 1 или 2 месяца. Но есть и одна плохая новость по поводу этого обновления. Биом Deep Dark появится только в 1.19. По 1.18 это в принципе все. Теперь поговорим о следующей версии, которую нам только сегодня и анонсировали. Майнкрафт 1.19. Обновление дикой природы. Оу, да! Это очень классное обновление, хотя нам особо ничего не показали. Но имейте в виду, что это далеко не все. И это только маленькая часть данной обновы. Начнем с мобов. Итак, совсем недавно у меня был ролик о голосовании. Обязательно советую вам его посмотреть. Он вышел очень интересный. У нас было 3 претендента на попадание в игру. Блик, Элей и Медный Голем. Однако, ожидаемо победил второй. Вкратце повторю его механику. Ты даешь ему предмет, он ищет такие на полу. А еще он танцует под звуки нотного блока. С помощью него можно сделать различные фермы и сортировки. Теперь давайте поговорим и о других мобах. Нам показали всего 3. Первым является головастик. Со временем он вырастает и становится лягушкой. Его можно взять в ведро. А затем идут 3 типа лягушек. Стандартный, снежный и тропический. Пока что они отличаются только по внешнему виду. Но, как заявляют разработчики, это не все их отличия. Их разновидность зависит от температуры биома. А если быть точнее, от температуры, в которой растет головастик. Они питаются еще одним новым мобом. Светлячки. Небольшие светлячки светятся в темноте. Лично мне очень понравились все эти мобы. Но это еще не самое интересное. Мангровые деревья. Новый тип древесины и дерева. Пускают корни, и его можно посадить только под водой. Из его листвы не выпадают саженцы, ибо они уже растут на ней. Очень красивое дерево. Появляется оно только на новом биоме. Мангровое болото. Очень атмосферный и классный биом. И вот его очень красивый концепт-арт. И кстати, концепт-арты в этом году сделали очень крутыми. Только взгляните на них. Вдобавок, по словам разработчиков, у каждого биома будет своя атмосфера. К примеру, некоторые будут более мрачными, и мобов в них будет спавниться больше, а в некоторых их и вовсе не будет. А еще у нас появилась новая грязь. Ее можно найти либо в новом биоме, либо нажав на обычную грязь колбой с водой. Из нее делаются грязевые кирпичи. Делаются они, собственно говоря, из грязи, песка и пшеницы. Ура! Землянки вышли на новый уровень! Еще у нас появилась бесконечная ферма глины. Ведь теперь на сталактит можно поставить блок грязи, и тогда с него стечет вся вода. Также мы наконец-то сможем ставить в лодку сундук. Это могло произойти еще в 2019, ведь тогда был опрос, в котором мы выбирали один из биомов для обновления. И люди тогда выбрали горы. Но тогда среди претендентов также было болото. Но как мы видим сейчас, со временем болото тоже решили обновить. Последнее, о чем мы поговорим, биом Deep Dark. Он уже был показан в прошлом году, но мы поговорим об новой информации. Во-первых, многие блоки из него будут добываться только шелковым касанием. Во-вторых, дизайн Вардена был очень сильно изменен. И даже при малейшем шаге на шифте он вас услышит. И третье, Варден будет призываться. И в это время нам будет выдаваться новый эффект темноты.
из-за которого практически ничего не видно. А также у нас появляется новый данж в виде старого города, где очень часто встречаются свечи и сундуки с лутом. Сам биом будет одним из самых редких в игре и будет встречаться под горами на высоте от -1 блока по Y до -64 блоков по Y. Все остальное касательно этого биома нам рассказывали уже в прошлом году. Ну и теперь, еще одна интересная информация. Майнкрафт будет добавлен в Xbox Game Pass. И главное, там будет его Bedrock и Java версии. Напомню, что в Game Pass также выходит множество других крутых и интересных игр. А также в будущем на нем появится Stalker 2. Что вы думаете об новых обновлениях Майнкрафта? Не забудьте написать об этом в комментариях. Ну и поделитесь в них своим мнением о видосе. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам, конечно же, нравится мой контент. Делитесь видео с друзьями и жмите на колокольчик. Всем удачи и всем пока. Еще увидимся.